Для доклада «Боль в стопе и нижней конечности у детей» приглашается Анжела Эванс, Австралия. Добрый день. День. Добрый день. Спасибо. Now, so this afternoon, Ну что же, trying to cover what's actually a really enormous topic. сегодня, вот в этом послеобеденном докладе я постараюсь раскрыть то, что является действительно объемным вопросом. So we're talking about pediatric foot and leg pain. То есть мы говорим о боли в стопе и нижней конечности у детей. And look, the way I've structured this is as follows. Обратите внимание, как я построила доклад. We'll look at a little bit of background and then look at the common presentations. Значит, мы поговорим об основах, мы поговорим о распространенных картинах, That parents and other primary с которыми родители clinicians are concerned about. и клиницисты сталкиваются, то есть будем говорить о том, что их беспокоит. We'll look at particularly some of the differential diagnoses that include hypermobility and even sleep conditions. Мы с вами поговорим о диагностике гипермобильности и того, что мы относим к категории нарушения сна. Because both of these are really common and they're really under-recognized. Потому что на самом деле и то, и другое достаточно распространено, и тому, и другому достаточно мало уделяется внимания в распознавании. If we get time, И we'll go если through the rest of it. нам позволит время, мы возьмем и все то, что обозначено в программе доклада. And if not, we'll cover it in more detail А если нет, in the masterclass значит, более on, подробно разберем это Sunday. все во время семинара на мастер-классе в воскресенье. So, where's my English bit? Oh, there we go. Okay. So, just in terms of some context, Но с точки зрения контекста, we know that musculoskeletal problems are very common presentations мы знаем, что костно-мышечные проблемы in primary care. встречаются достаточно часто. То есть в первой линии врачебной помощи мы встречаемся с такими проблемами часто. There's a really large study in the UK a few years ago. Несколько лет тому назад в Великобритании было предпринято достаточно большое исследование, Found that there are a huge variety of musculoskeletal где conditions исследовалось большое количество костно-мышечных нарушений present to a whole range of clinicians all the time. с обращениями к самым разным специалистам на постоянной основе. Now, it won't surprise you to know that the back or concerns with back pain was the most Вы наверняка common. не удивитесь, если я вам скажу, что жалобы на боль в спине, в пояснице встречаются чаще всего. Okay, but in Ну, children, вернее, встречаются очень часто. but in children, the most common region that parents were Но concerned about was their feet. у детей родители больше всего беспокоят стопы. And there was clearly, as this graph shows, И как показывает этот график, there was a lot of confusion about what we should see in children's feet and legs at different ages. на самом деле существует огромная путаница с точки зрения того, что мы должны наблюдать в детских стопах в определенном возрасте. And now the speaker before lunch, the osteopath man, Остеопат перед there обедом, he is. Yes. Hello. профессор Вы, профессор Фролов, I thought he gave a really nice overview читал доклад и дал прекрасный обзор. of a slightly more sort of philosophical, anthropological И такой approach философский, антропологический подход нам представил. to what we should expect to see. То есть говорили о том, как раз что следует ожидать. Okay, and I think what that really highlights is И мне that кажется, что как раз сказанное вами хорошо проясняет и обращает внимание as clinicians we see individual people. на то, что мы действительно с вами, как клиницисты, видим индивидуальные случаи. And we must be appreciative И мы of where they fit in the normal обязательно population. должны понимать, какое место каждый индивидуальный случай занимает в среднестатистическом, в общепопуляционном масштабе. And a lack of that understanding is why А недостаток этого понимания in this study you can see that nearly 40% of the flat foot concerns were found to be
actually normal kids. как раз и приводит к тому, что, например, как показано на этом графике, 40% диагностированного плоскостопия у детей на самом деле плоскостопием не является. And you can see that this was similarly the case for knee position То же and also gait angles. То же самое касается положения в коленном суставе и углов расположения нижней конечности при ходьбе. So in any healthcare system, that's a real waste. If На specialists самом деле в любой системе здравоохранения вот такое состояние дел – это нерациональное использование профессиональных кадров. are being consulted over things that are part of the normal range То есть, of по сути, development. диагностируются те состояния, которые заболеваниями, по сути, не являются, а укладываются в среднестатистический диапазон нормы. So three of the most common conditions that are in the lower limb Три наиболее распространенных состояния, касающихся нижней конечности, that concern parents and present to которые doctors беспокоят родителей и с которыми потом врачам специалистам приходится иметь дело. are concerns about flat feet, Это плоскостопие, knee position, bow or knock knee, положение в коленных суставах, то есть X-образные ноги или ноги с разведенным положением коленей, перевожу дословно. and also when small children walk with their toes turned in. И внутренняя ориентация пальцев, стоп, у маленьких детей в ходьбе. Now we'll go through this in a lot more detail in the masterclass. Мы будем более детально все это разбирать с вами во время мастер-класса. But in response to this, we have developed a triage tool Но на самом деле в ответ на все это мы разработали триаду инструментов, that's really based on three questions. которые основаны на самом деле на 3 вопросах. And it is useful for clinicians and it's useful for parents. Полезно и для клиницистов, и для родителей. So the 3QQ, as we call it, Значит, 3 так называемые QQ. that's right, 3QQ, Смешно звучит по-русски, но тем не менее, сейчас разберетесь, о чем идет речь. ask for each of the conditions of feet, knees and walking pattern. То есть, на самом деле, все вот эти 3 вышеперечисленные состояния, то есть плоскостопие, положение в коленных суставах и хождение носками внутрь, Asks the clinician or the parent to filter by does it hurt? должно фильтроваться то есть вся эта информация фильтруется с учетом 3 вопросов, 3 быстрых вопросов, отсюда QQ. Because if it hurts, Болит ли? there is clearly a problem that needs to be Потому что investigated. если болит, ясно, что есть проблема, которую надо исследовать в больших деталях. Okay, and you can see in-toeing gait, knock knees, flat feet. То есть, обратите внимание, значит, ходьба носками внутрь, положение в коленных суставах и плоскостопие. The second question is it asymmetrical? Does one side look very different to Второй another? вопрос, есть ли признаки асимметрии, то есть выглядит ли одна сторона совсем не так, как другая. So in terms of walking, do you have a child walking like this? То есть, допустим, с точки зрения ходьбы, ходит ли ребенок вот так, как я показываю. Or one flat foot and one Или, может быть, regular одна foot? стопа ставится правильно, а вторая стопа падает медиально. Because, you should be thinking neurologically if that's Потому the что тут, case. конечно, надо задаться вопросами сохранности неврологических функций. And then the other question is really И appreciating еще один вопрос, developmental ages for each of these conditions. который направлен на исследование возрастных показателей с точки зрения развития каждого из этих состояний. Okay, so that shapes our expectations Потому что на основе вот этих ответов как раз можно выстраивать свои ожидания. and can also stop a lot of confusion and concern about these И common устранить presentations. очень большое количество путаницы в отношении развития этих заболеваний. Actually, the one thing I should point out to you, Ну и надо было, наверное, вам заранее сказать, for those of you who can't come to the masterclass, для тех, кто не будет на мастер-классе, this has been published and you can find it online. материалы опубликованы, вы онлайн можете найти результаты. Okay. But as I say, we'll go through it more in the masterclass. Но на мастер-классе я обо всем этом буду говорить более детально. So again, the three conditions, Значит, еще раз, 3 состояния. and if we have an appreciation of the epidemiology of И если мы на development, самом деле примем во внимание эпидемиологическое развитие этих заболеваний, then we can, as far as knees are concerned, тогда с точки зрения, допустим, состояния коленных суставов, we know that to see genu varum after age 2 is abnormal in мы уже the можем population. сказать, что гену варум, то есть варус в коленных суставах, после 2-летнего возраста уже является аномальным. Okay, because that's when the knee is developmentally going into valgus. Потому что с точки зрения развития
десятилетия, как Лена как раз начинает уходить в вальгус. Similarly, we know from population Точно так studies же, исследуя популяционные данные, that as many as a quarter to a third of small мы children можем сказать, что от четверти до трети маленьких детей will into as a part of their normal developmental поначалу в profile. процессе развития ходят носками внутрь, и это является частью естественного развития. And similarly, flat feet in very young children Точно так же, и, условно говоря, плоскостопие у маленьких детей are expected and ожидаемо. should generally reduce across the first decade. Ну и на протяжении первого десятилетия жизни должно постепенно сойти на нет. Okay, so we want to make sure То есть нам надо сделать все, чтобы убедиться, that as clinicians we're really что aware как клиницисты of normal developmental мы variation, действительно понимаем, что такое нормальные вариации, so that we don't treat things that чтобы are не actually лечить то, within normal range. чего на самом деле нет, что укладывается в вариант нормы. So I think the 3QQ Мне tool, кажется, вот эти три быстрых вопроса, то есть 3QQ, it's very quick, it's evidence-based, действительно метод очень быстрый it's based on epidemiological и data, основан на эпидемиологических данных, and it allows for very easy discussion и between позволяет doctors and parents очень and легко children. вести дискуссии, разговоры между специалистами и родителями. And the other thing is, just picking up on the gentleman's point this morning, Но и вот хочу поддержать то, что было сказано утром. before we start treating things, we need to know that treatment is required Прежде чем начинать лечить, надо понимать, что это лечение действительно нужно. and that there is evidence to support it actually И being есть beneficial. доказательная база, которая поддерживает эффективность And предполагаемого лечения. And as far as children's flat feet are concerned, Ну а с точки зрения детского плоскостопия, in the absence of pain, надо сказать, что в отсутствии боли there is no evidence for the use of foot orthoses. нет смысла использовать ортезы стопы. Об этом говорит доказательная база. Okay. Clearly, as clinicians, you are going to be looking broader То есть at a понятно, child's что gait. как клиницисты вы должны более широко исследовать этот вопрос, вы должны оценить ходьбу ребенка. And if a child has any of these conditions outside of the expected age И если range, у ребенка что-то присутствует за пределами возрастной нормы, it should prompt you to differentially это уже diagnose. должно вам подсказать необходимость проведения дифференциальной диагностики. In other words, to think, why are they different to what you expect Другими at that словами, age? вы должны задаться вопросом, почему ребенок проявляет признаки, которые не характерны для его возраста. Now, one of the things that's really relevant here is this condition hypermobility, Но еще вот это состояние гипермобильность, полагаю, ему надо уделить особое внимание. because this is going to be very brief, Это на самом деле все будет крайне кратко. but in essence, Но hypermobility по сути хочу сказать, что гипермобильность can exaggerate a postural position at any age, может усугубить любое постуральное положение в любом возрасте. and it is highly associated with musculoskeletal pain. Ассоциированность с костно-мышечной болью у гипермобильности достаточно высокая. And it may be due to a variation in the collagen. Это может быть, кстати, связано с вариантами строения коллагена. And again, we'll talk more about this in the master Мы тоже class, будем подробнее об этом говорить на мастер-классе, where we'll demonstrate some very где я буду straightforward but validated assessment tools демонстрировать вам валидированные, то есть подтвержденные в своей ценности that will be for immediate use for you as средства clinicians. тестирования, которые вы можете использовать в качестве достаточно скорой помощи в клинической практике. Now, this can look a bit scary after lunch, Вот это после обеда выглядит немножко пугающе, этот слайд, верно? but basically I'll just review the fact that Но на самом деле proteins are made up of amino acid я просто groups, хочу сказать, что протеины, белки строятся из групп аминокислот. and we know that collagen А is мы one of our most important body proteins. Знаем, что коллаген является одним из наиболее важных белков тела. And very responsible for the structures of tendons, ligaments, and other structural tissues. Он отвечает за строение и за прочность сухожилий, связок и других аналогичных структур. Now, right back in the 1950s, I think it Еще was, в 50-е годы, если я не ошибаюсь, when Watson and Crick, who discovered the DNA double helix, когда Уотсон и Крик описали двойную спираль ДНК, were looking at this, they discovered that some of the errors in protein structure
Мы как с тех пор говорим о том, что некоторые изменения этой структуры can be due to just a coding problem between DNA могут and быть RNA. следствием проблем кодирования между ДНК и РНК. And in some situations that gives rise to particular genetic В presentations, некоторых ситуациях мы как следствие наблюдаем некоторые генетические отклонения, such as the ones I've listed here, Ehlers-Danlos, такие, как я перечислила здесь, Эллис-Дэниелс, okay, Marfan syndrome, синдром Марфана, osteogenesis imperfecta, остеогенез имперфекта, незавершенный остеогенез, Down syndrome, or синдром trisomy Дауна 21, или хромосомное нарушение, Prader-Willi syndrome, и Прадо-Виллис синдром. and many others. Ну и на okay? самом деле их намного больше, чем перечислено на слайде. And this is because in these conditions Просто потому, что the genetics are different. в этих состояниях есть действительно изменения в генетике. So I'm going to give you some pictures Но я вам now. покажу некоторые картинки сейчас. This is a young man with Marfan syndrome. Вот и молодой человек с синдромом Марфана. Now, often these children are not diagnosed until early into their second decade of life. На самом деле, зачастую такие пациенты, то есть заболевания таких пациентов не диагностируются до начала второго десятилетия жизни. Now, you may be, as I have been, the first person to И вполне возможно, точно так же, recognize как и it. я, вы будете теми первыми специалистами, которые обратят внимание на необходимость исследования и постановки диагноза. And the classic presentation for a podiatrist Значит, классическая картина для педиатра is that these children present with very long, flat feet that hurt, состоит в том, что у таких детей очень длинные, плоские, больные стопы. particularly when they're more active. Боль возникает в основном тогда, когда ребенок активен. Using the hypermobility assessment tools, То есть, they're используя always positive. инструменты гипермобильности, вы обнаруживаете, что все тесты положительны. But one other clinical Но sign есть еще один клинический признак, that you must know about о котором вы должны знать. is that a characteristic of Marfan syndrome Характерный признак синдрома Марфана. is that their arm span Разброс рук is greater than their height. больше роста человека. Okay. Now, this is important because if you pick this up as a И это suspicion, на самом деле очень важно, потому что если вы видите такие признаки, если у вас зарождается соответствующее подозрение, they need a proper medical review знайте, что такой пациент должен по-настоящему медицински обследоваться. because Marfan syndrome Потому что синдром Марфана is also associated with serious eye and heart defects. ассоциируется с серьезным глазным и сердечным дефицитом. So maybe a whole lot more than flat feet that you might Так что be на самом деле helping. не только плоскостопие, которое вы можете сами выявить у таких детей, но и гораздо более серьезные состояния должны быть выявлены медицински. If we think of this is just a picture to demonstrate one of the forms of Ehlers-Danlos syndrome with Но это Эллис-Дэниелс синдром, hyperelastic просто skin. одна из возможных иллюстраций, чтобы вы имели представление, как это бывает. There are many different subtypes of Ehlers-Danlos, У этого заболевания очень много подкатегорий. and again, some of them can have very serious medical У consequences. некоторых очень серьезные медицинские последствия. And it's not for you to be diagnosing И уже that, не вы будете диагностировать эти состояния, не вы будете ставить эти диагнозы. but it is for you to be directing Но medical вы должны стать attention. тем человеком, который, заподозрив диагноз, или заподозрив нарушение, отправите такого пациента к врачу. What is this? А это что? Down Yeah, syndrome. yeah, yeah. Okay. Да. Very easy to see the classic facial Очень appearance. легко увидеть соответствующее выражение лица, верно? And if you listen to the history of that Характерно. child, А если еще выслушать анамнез такого ребенка, there is usually delayed motor development. там обычно есть задержка двигательного развития, They are hypermobile, дети гипермобильны, and usually also as part of the hypermobility, they have low muscle tone у них низкий, соответственно, мышечный тонус. and a characteristic foot type that is very wide for its length. И очень характерный признак – широкая стопа, то есть ширина слишком велика для длины стопы. And a gap between the great toe and the second toe. И большой промежуток между большим и вторым пальцем стопы. Okay, as these children often struggle with becoming overweight.
They often struggle. That's a problem for them. Избыточная масса тела – это зачастую проблема для таких детей. It's a role that we often have to improve some foot support to get them active. И поэтому, конечно, мы с вами должны сделать все, чтобы стопа была состоятельной, чтобы ребенок мог быть активным. And that can be challenging depending on the level of intellectual disability. Ну и понятно, что в большой степени здесь играет роль и развитие мозговых функций. And then this is a less usual condition. Но это наименее распространенное заболевание. But osteogenesis imperfecta is Незавершенный остеогенез. a genetic condition that Генетическое заболевание, to easy fractures. которое предрасполагает к легким переломам. So if, particularly in a young child, if there is a history of fractures, То есть если у маленького ребенка в анамнезе уже есть целая серия переломов, with fairly unremarkable injury, без особых травм, которые должны были бы, естественно, привести к перелому, then bone mineral density and genetics need to be reviewed. знаете, что нужно провести хорошее генетическое обследование и исследование плотности кости. Okay, here we go. It's useful in some ways to think about hypermobility В определенной as степени subtypes. Гипермобильность тоже надо рассматривать в ее подтипах. So as I said earlier, if the collagen is Как я уже different, говорила ранее, если изменен коллаген, the ligaments can be very stretchy связки могут быть легко растяжимыми in the hands, и в кистях рук, in the whole body, и во всем теле. and often that's associated with flatter feet at an older age А in это in зачастую в children, более старшем возрасте выглядит как плоскостопие. and often associated with pain with activity. Ассоциируется с болью при том или ином виде физической активности. And as we've just said, it can be purely collagenous and it can be part of a Это может wider быть genetic profile. Абсолютно коллагенозные проблемы, то есть проблемой коллагена, а может быть отчасти и генетическим нарушением. But hypermobility with some genetic Но presentations гипермобильность с некоторыми генетическими факторами can also be due to low может быть neuromotor tone. и следствием низкого нейронного тонуса. And muscle tone is often a difficult concept. На самом деле, сам по себе мышечный тонус концепция достаточно непростая. But basically, it's the muscle's ability to respond По to сути, stretch and это load. способность мышцы реагировать на растяжение и нагрузку. So in babies, we see the classic head То есть у lag младенцев мы видим in response to loading against gravity запрокидывание головы при гравитационной нагрузке. at an age where they should have head control. В том возрасте, когда ребенок должен контролировать положение головы. Does hypermobility matter? Вообще играет ли какую-то роль гипермобильность как таковая? Well, it sure does, because Должна ли at иметь foot level we can see значение? it can cause abnormally flat foot posture and pain, joint pain. Потому что может быть и боль в суставах, и измененная постура, осанка с определенным положением стопы. But also even malpositioning of the toes to cause ingrown nails. Но даже неправильное положение пальцев может приводить к вросшему ногтю. And a less coordinated functional gait. Ну, соответственно, и ходьба может быть менее координированной. But remember, we've got to think above feet and legs. Но помните, что мы не должны ограничивать свое мышление только стопами и нижними конечностями. And these wider associations То of есть есть гораздо более hypermobility широкие, обширные ассоциации. shows that many systems И все это показывает, что очень многие системы can really могут affect health. по-настоящему изменять состояние здоровья. So these kids are more prone to pain, Эти дети более склонны к испытанию боли, which means that they're more likely to be less active. а значит, эти дети будут менее активны. There may be a history of clicky but not displaced hips. Может быть, в анамнезе щелканье без дисплазии в тазобедренных суставах. But also, pain and reduced activity can be associated with anxiety and depression. So Но, кстати, low может mental присоединиться тревога, может присоединиться депрессия. То есть, если ребенок испытывает боль, если он не очень активен. In addition to systems affected by reduced smooth muscle activity, the urinary tract and digestion. Но еще и пищеварение и мочевыводящие пути тоже могут пострадать. And so if you take a good history Так что если и с точки зрения состояния
состояние гладких мышц, вы собираете хороший анамнез. even with quite young children Даже with, если ребенок действительно еще маленький, low muscle tone, если у него низкий мышечный тонус, as well as flat feet and developmental delay, плюс плоскостопие, плюс задержка в развитии, you'll often hear that they have problems with constipation. скорее всего, будут жалобы на запоры у таких детей. Okay, so we need to keep the whole. Поэтому мы не должны суживать of поле health in зрения, mind. а сохранять полноценную картину. What have I got here? Okay, so that's. I think I've said that. Мне кажется, про это я уже говорила. We're going to come down here now. Давайте вот сюда, ниже. It's useful to just think of muscle tone in terms of distribution within the nervous system. Ну а с точки зрения мышечного тонуса есть смысл думать о распределении тонуса с учетом всей нервной системы. And largely we think of it as being either central or peripheral. И главным образом мы должны для себя сделать вывод, что мы наблюдаем, последствия чего мы наблюдаем. With Определенного состояния центральной или периферической нервной системы. With central hypotonia being the most common. При том, что изменения тонуса центрального генеза встречаются более часто. So we've already spoken about the genetic Мы уже non-neurological говорили о conditions. неневрологических генетических заболеваниях. But when it comes down to the central hypotonia, Но вот когда доходит до центральной гипотонии, the most common one you'll see will be due to cerebral palsy. чаще всего мы наблюдаем проблемы как следствие церебрального паралича. But not only cerebral palsy, Но не только also церебральный паралич здесь должен быть упомянут. the central nervous system can be affected by infections. Центральная нервная система может пострадать из-за инфицирования, из инфекционных процессов. It's like meningitis, encephalitis, Допустим, энкефалит, менингит. or a direct brain injury. Может быть следствие прямой травмы головы. And in the peripheral А в том, что касается периферии, children with hypotonia, it's less common, but they can be more serious. проблемы, хотя встречаются реже, могут быть более серьезными. Because, for example, children with, say, Duchenne's muscular Потому dystrophy что, например, дети с мышечной дистрофией Дюшена are not expected to live past age 20. обычно не живут дольше 20 лет. And one of the signs that is most concerning is as children get older, if Один they're из- also seen to get weaker. Самым настораживающим признаком является появление все большей слабости по мере взросления ребенка. То есть чем старше, тем он слабее. Now, what may be reported to you is parents say that they were running really well when they were 2 and 3, and now they fall over all the time. Например, that they're родители 5. могут сказать, знаете, ему было 2-3 года, он прекрасно бегал, а сейчас он старше, а бегает плохо и падать начал. Okay, so that's completely against what you expect to see. То есть with это на самом деле normal совершенно development. противоречит тому, что вы ожидаете увидеть в рамках нормального развития ребенка. We expect older kids to run more То and есть мы как fall раз less. ожидаем, что чем старше ребенок, тем лучше он бегает и тем меньше он падает. So, yeah, we can effectively see 80% is central. То есть, по сути, 80% проблем центрального характера. Now, we can't fix that. Мы не можем, кажется, детей от этого избавить, мы не можем это вылечить. So our aim is always about improving Поэтому function, наша задача всегда состоит в улучшении функции, mobility, поддержании мобильности independence, quality of life. и того качества жизни, которое может позволить ребенку быть независимым. Where if we see this peripheral muscle А вот weakness, если мы наблюдаем периферическую мышечную слабость, you must really take that seriously надо принимать это очень серьезно, because it's very unusual потому что это на самом деле очень необычно and it really directs a medical diagnostic и workup. требует медицинской диагностики. And of course, there can be a bit of combination of central and peripheral. Хотя надо сказать, что может быть сочетание центральных и периферических причин. Another little clinical tool that we've developed, Но еще один клинический инструмент, который мы, по сути, разработали. and I've heard that it doesn't translate so well in Russian, Я ранее слышала, что перевод на русский не очень возможен. Сейчас мы постараемся. is we call it the 5 eyes.
in English. Мы называем это 5 «ай». Просто «ай» — это первые буквы тех слов, которые будут использованы. В русской номенклатуре, естественно, эти «ай» не подойдут. But that doesn't really matter. It's basically 5 things you should consider. На самом деле это просто 5 пунктов, которые вы должны принимать во внимание. Неважно, с какой буквы начинается каждое слово в этих 5 пунктах. Whenever a child is presenting with limb or foot pain. То есть, когда ребенок предстает перед вами с болью в стопе или в нижней конечности, вот эти 5 пунктов вы должны привлечь ваше внимание. Because we're all really busy. Потому что мы все на самом деле люди занятые. So these diagnostic tools need to be simple, but И поэтому диагностические инструменты должны быть простыми и понятными. So this is what it is. Вот о чем идет речь. I was going to talk about sleep conditions, wasn't I? Эх, я еще про сон собиралась говорить и не поговорила. The slide's not there. That's Слайда просто нет или есть. Maybe I can write them up. Anyway, the 5 I's. Ну ладно, вот эти 5 пунктов. The slide is missing. Слайд куда-то делся, но неважно. The most serious ones are infection. Самое серьезное — инфекция, Okay. Inflammation. воспаление, Invasion. инвазии, Like a tumor. как опухоль, например, то есть опухоль относится к инвазиям. Anything that stops a child sleeping. Все, что мешает ребенку спать, Okay. And or injury. и травма. An injury can be accidental, but unfortunately, it can also be a nasty adult. На самом деле имейте в виду, что травма может быть получена ребенком самостоятельно, а травма может быть следствием недолжного взрослого обращения с ребенком. And if you remember this morning when we were speaking about the osteochondroses, помните сегодняшнее утреннее занятие, когда мы с вами говорили об остеохондрозе? we did just talk about children with hip pain. Мы говорили о детях с болью в тазобедренном суставе. And between ages 4 and 10, we usually think that will be Perthes. Между 4 и 10 годами от роду мы думаем, что это болезнь Пертеса. But if that child isn't well, Но если ребенок демонстрирует признаки общего нездоровья, and they're presenting with pain, при этом у него болит нога, you should be considering infection. вы должны задуматься, нет ли инфекции, Inflammation, воспаления, invasion, a tumor, инвазии, опухоли or further injury. Или какой-либо травмы. And obviously it's more serious if it's disrupting their sleep. Ну и понятно, что надо особенно насторожиться, если у ребенка нарушен сон. But again, we'll talk that through in the masterclass. Но тоже все это детально мы будем разбирать с вами во время практического семинара. I'm now just going to talk a little bit briefly about sleep conditions. А сейчас буквально коротенько о нарушениях сна. Because like hypermobility, Потому что так же, как гипермобильность, they're under-recognized and under-appreciated. зачастую нарушения сна недооцениваются и недостаточно диагностируются. But really common if Но на самом clinicians деле are aware. они важны, встречаются достаточно часто, если вы в курсе дела, на что обращать внимание. And for the really common sleep conditions that affect children's legs, Наиболее частым состоянием, которые связаны с состоянием ног, what's regarded as a non-specific musculoskeletal называются, growing pain, то есть к ним относятся неспецифические боли, связанные с ростом. which is very prevalent and confined to childhood. То есть это действительно состояние, ограниченное детским возрастом. And very robust studies have shown that at least a third of children aged И как минимум between треть 4 and 6 детей are affected. от 4 до 6 лет подвержены этим состояниям. So these are the То есть были children проведены достаточно надежные исследования, которые это подтверждают. who are otherwise completely healthy, Это те дети, которые во всем остальном абсолютно здоровы. but late in the day or when they've gone to Но вот bed, как-то к концу дня или тогда, когда они ложатся спать, they cry with они pain in their начинают плакать, legs, говорят, спать не могу, у меня нога болит. and they wake up their parents. Они просыпаются, они будут родителей, не дают им спать. And it can happen 2 or 3 times a week, Причем такое может случиться пару-тройку раз в неделю. maybe for 2 or 3 weeks in a row, Может быть, на протяжении 2-3 недель это может длиться. and then it will stop, А and потом then
start again in Раз, 2 months' time. и все прошло, и ничего не болит. Жили спокойно 2 месяца, а потом опять началось. Now, there are diagnostic criteria for Есть that, диагностические критерии на этот счет, which includes making sure that которые we're not dealing with this less common condition called restless включают legs. необходимость разобраться в том, что это не то, что принято называть синдромом беспокойных ног. То есть здесь уже требуется определенная дифференциация. So they can present really similarly, but growing pain на первый stops at взгляд, the end of childhood. Все это выглядит совершенно похоже, но болевой синдром, связанный с ростом, заканчивается с детством. Ekbom syndrome or restless legs will affect someone for their whole life. Синдром беспокойных ног может тревожить человека на протяжении всей жизни. And is particularly associated with poor learning at school. И тут, конечно же, начинается плохая обучаемость. These kids are often very fidgety and disruptive. Такие дети очень неусидчивы, они ерзают, они мешают другим детям в школе. They often go on to have mood and mental health problems. У таких детей зачастую бывают перепады настроения, у них бывают проблемы с психическим развитием. So less common but more serious. То есть менее распространенные, но более серьезные заболевания. Now this is looking at growing pains, so Но the common condition. Рассмотрены боли, связанные с периодом роста, то есть наиболее часто распространенная. Which is very common in young children. It На самом деле affects about a third of у children. маленьких детей, помните, мы говорили, треть детей могут быть этим состоянием затронуты. Now there's no one specific test. Но нет ни одного специфического теста, But there is very который мог бы помочь диагностировать. Inclusion and exclusion criteria. Но можно работать методом включения и исключения. And if you follow these very И carefully, если следовать этому методу весьма тщательно, it's very, very unlikely that you'll miss anything serious. вот тогда, скорее всего, вы ничего серьезного не пропустите, не упустите. Such as an infection То есть не or пропустите ни inflammation or a инфекцию, ни tumor. воспаление, ни опухоли. Okay, because specifically, Потому что, вот, например, специфично the pain is defined in terms of type, боль категоризируется по типам, location, локализации, and time of day. времени суток. Normal physical examination, Исследуется результат нормального физического обследования. normal objective testing, Значит, объективное обследование тоже все нормально. and no restriction of physical activity. И нет никаких ограничений с точки зрения физической активности ребенка. So if the presentation differs from that, То есть, если картина отличается от you представленной, need to think of something a little тогда bit more нужно serious. задуматься о чем-то более серьезном. If you observe the criteria well, there's no need for Если вы any будете objective testing. тщательно следовать этим критериям, то ничего другого объективного вам уже может и не потребоваться. And the other thing is this is a highly familial condition. И хочу сказать, что это на самом деле еще и хорошо знакомое состояние. So at least 70% of affected children Порядка 70% страдающих детей, have either an affected parent or sibling. то есть это состояние прослеживается еще и в семье, то есть оно знакомо для семьи. Как правило, у одного из родителей то же самое, что у ребенка, и у, допустим, второго ребенка в семье или двойняшки. Yeah. So, very common condition, and if you diagnose it correctly, На самом деле, если все диагностировано правильно, you can also treat it really easily, лечится все очень просто. and the parents will love you. И родители будут вас обожать. Okay, so I'll just present here the results of a randomized controlled Ну вот просто trial. результаты рандомизированного контролируемого исследования. And look, it's not a perfect trial, but it is Причем level, это, конечно, не совершенное, не самое лучшее исследование, but it is the best available но это evidence. лучшее из того, что доступно. And so you can see that the children were randomized into 2 groups. Обратите внимание, что дети были рандомизированы по 2 группам. And at the beginning of the trial, they were each having 10 episodes of pain every month. Значит, у каждого было 10 эпизодов боли каждый месяц. So the kids were the same, regardless of which group they То were есть дети были randomized совершенно into. одинаково, независимые от рандомизации по группам. This group were given a muscle stretching program, Значит, эти дети шли по программе мышечного растяжения, in addition to the general treatment of this плюс group. к общему лечению, которое получали дети во второй группе. So look at the difference at 3 months. Обратите внимание, 3 месяца.
The treatment group had dropped from 10 pain episodes to 1. От 10 эпизодов сменились одним эпизодом. Note that the general group had also dropped, but only as far as 6. В основной группе тоже произошло падение показателей, но только до 6. But then look at the difference at 9 and 18 months. А теперь смотрите, 9 и 18 месяцев, какое отличие. So it was pretty much eliminated with the muscle stretching program. То есть на самом деле вот эта программа мышечного растяжения прекрасно работает. But had also reduced as the children became 18 months older. Ну и на самом деле, по мере того, что ребенок становится старше, в отсутствие применения этой программы тоже у детей наблюдается изменение к лучшему. Which reinforces the fact that if it's correctly diagnosed Это на as самом деле growing лишь pains, поддерживает тот факт, что если правильно проведена диагностика, it doesn't last forever. Вечно все это длиться не будет. But I'll teach you the muscle stretching program. Я вам потом покажу примеры этой программы на мастер-классе. The one thing you must appreciate that И вот еще что вы должны оценить. that differentiates growing pains from Ekbom syndrome. Что отличает боль роста от what was the second one? Ekbom's syndrome, restless Yeah. legs. От синдрома беспокойных ног. Is that children with restless legs or Ekbom syndrome demonstrate motor restlessness. Значит, у детей с синдромом беспокойных ног наблюдается общее двигательное беспокойство. These are the kids who fidget and Вот это can't как keep раз те самые still. дети, которые не могут сидеть спокойно, которые без конца возятся, ерзают. Okay, and partly that's in response to their leg pain, but it might also be their arms. Отчасти это, конечно, связано с болью в ногах, но сюда могут подключиться и руки. So you can see why at school it really affects their learning and behaviour. Становится понятно, почему в школе у таких детей возникают проблемы. Они учатся не очень хорошо, и по поведению у них не лучшие оценки. Because their legs annoy them, so they Просто move потому, что around, ноги их все время беспокоят, они не знают, куда их деть. and they're very distractible and Но, disrupt естественно, the такие class. дети не только отвлекаются сами, но и нарушают спокойствие в классе. This is important because these are the kids that will have this problem long term. И на самом деле эти дети достаточно проблемны, потому что и проблема у них растягивается во времени. Okay, and I'm out of time, aren't I? Юра. Okay, so in the that's fine. We've done enough. I was going to talk about limping, just to say that a limping Но я еще child хотела говорить о хромоте. Просто скажу два слова. always needs to be taken really seriously. Если ребенок хромает, к нему надо отнестись серьезно, всегда. But we'll talk about that in more detail. Детальнее And likewise, a method мы of будем тоже говорить об этом позднее. measuring any clinical interventions Тут надо, конечно, задумываться еще и о степени клинического вмешательства. in the masterclass on Sunday. Все во время мастер-класса в воскресенье. Okay. Большое спасибо. Большое спасибо.